Добрый день, добрый вечер, доброй ночи. С вами Вивьена на канале, где мы говорим о них, о наших любимых, дорогих, ну какие есть. Спасибо вам большое за донаты, за энергообмен. Не забывайте, это очень важно. И огромная благодарность вам, пока мы еще, вот говорю, делаем, идем от Маркизы. В Телеграм, пожалуйста, заходите, мы всегда вместе. А у нас сегодня вот такое, и мы будем смотреть и на картах, и на воске. И вот такое у нас. С ума сошел. Что у него на уме, в голове к тебе сейчас? Ну, сейчас. И будем смотреть, что у него сейчас. Сначала посмотрим. Так. Сначала посмотрим, какой он энергетически подходит. Значит, дальше. Какой он энергетически сейчас. Ой, он или, возможно, как-то, сейчас, может быть, интимно настроен, так игриво. Или у него сейчас какие-то разборки. Ну, я думаю, что больше у него сейчас какие-то разборки. Идут разборки-заборки. Что-то ему надо отрезать. Может быть, и там, может, что-то надо отрезать. Так, да, у человека какие-то, вот энергетически у него сейчас действительно какие-то трудности. У него действительно есть какие-то конфликтные ситуации или еще что-то, что ему надо преодолеть, отрезать, потому что очень большие трудности. Так, это вот просто что у него происходит. Да, у него мечта открыть клетку и вылететь на свободу. Он хочет быть свободным человеком. Ох, а не пускает. А не пускает. С ног до головы связан, завязан, перевязан. Может быть, и цепями завязан. Вот такое сейчас у него состояние не очень хорошее. Может, у кого-то кто-то болеет, но человек не свободный в своих движениях, в своих действиях. И мы смотрим дальше. Мы смотрим, что у него на уме, в голове о вас. Давайте посмотрим, что у него в голове. Вот так вот. А вот так вот мы посмотрим, что у него в сердце. Ну, невозможно, чтобы голова и сердце, они рядом. Хоть и разные говорят. Так, что у него, я это пока отложу. Что у него в голове? В голове, вы знаете, взбалмошный какой-то, или тудым-сюдым, тудым, трын-дым-дым, вот так вот. А мы же смотрим, что о вас сейчас. Знаете, он бы хотел бы с вами встретиться. Он бы хотел бы с вами встретиться. Вот что-то, знаете, хочет рискнуть, сбежать, побежать. Что у него сейчас в голове о вас? Знаете, вот смотрим последнее время, и очень часто выпадает вот эта карта семейная. Или вы были с ним в каких-то отношениях, или семейных, или еще каких-то. Или он просто о вас думает, потому что это у него в голове, в мозгу его, что вы именно тот человек, который может быть вместе, идти по жизни вместе в отношениях. Ой, выпала карта Шут. Это говорит нам о том, что действительно предсказание достаточно верное, но на этом человеке есть, может быть, 90%, говорю, есть какое-то воздействие. Это не обязательно шушулька, кому шушулька. Это может быть воздействие. Это может быть воздействие нейролингвистического программирования, еще чего-то. Так, что у него в уме? А знаете, человек страдает. Человек страдает достаточно сильно, потому что, знаете, он не думал, что его так это раздерет, а он страдает. Но, знаете, в нем есть сущности. Говорю, мне это не нравится, потому что у человека есть или сам он себе этих сущностей налепил, или откуда-то приобрел.
Что у него в голове о вас? Знаете, если вы поругались, поссорились или что-то вас разъединяет, какие-то есть конфликтные ситуации, ну, может быть, и не на саблях деретесь, а может, по-разному, он хотел бы начать все сначала. А почему? А потому что он без вас абсолютно опустошен. Он без вас абсолютно опустошен. Да, и у него есть чувства, но он без вас опустошен, и без вас никак. Без вас он кого-то выбирает, но без вас никак. А почему он без вас-то никак? А без вас он никак. Он за вами наблюдает, узнает через кого-то. А потому что, знаете, сначала убежал куда-то, побежал, или как член мирового сообщества бегал, а теперь у него в голове-то вы. Но он в любом случае, понимаете, он такой человек, вы есть в голове, вы не выходите из головы, но он не покажет и не скажет, он будет сопротивляться. Вот знаете, как ты меня любишь? Нет, я тебя ненавижу. А на самом деле, я без нее не могу. Все царапает. Вот такой он, такой человек. Ну, давайте посмотрим, а что на сердце. Ну, а на сердце, могу сказать, наш любимый, на сердце у него его любимый член мирового сообщества. Ну, вот как-то не вы. Вот в голове, да. А вот на сердце вот то, что между ног пересиливает. Или какие-то такие вот его эротические фантазии. На сердце, да, вот знаете как, он считает, что он одиночка, волк-одиночка. А вот по уму-то хотел бы. И говорит, что это ему такое предназначение. Предназначение с небес, от Бога, от кого. Ну, карта Иерофанта, это ему так вот дано. Хотя он считает, что он может быть, и хоть он и свободный, он может и состоять и в браке, но в браке он тоже свободный. Туда пошел, мир обошел третьим своим руководящей такой ногой. Что на сердце? А на сердце, понимаете, как бы там ни было, у него любовь связана больше физически, не духовно, а физически. И он считает, что так это любовь. Что так это любовь. Потому что если не так, как он считает, то значит будет конфликтная ситуация. И что он думает? Он думает вот именно о том, что от ваших разногласиях, каких-то, может быть, недомолвках или у кого-то действительно разошлись. А почему? Вы знаете, человек любит... знаете, он больше в реальности живет, как живут вообще большинство мужчин. Женщины живут эмоциями, мы живем чувствами, а мужчина реальностью. У них даже чувства, понимаете, они любят, но они живут реальностью. Они не так чувствуют, как мы. У него на первом месте там какие-то деньги, монеты, там действия какие-то, может быть, у кого-то работа. Вот такое. И знаете как, вот мы смотрим на сердце, а у него сердце как ледышка, как камень. И знаете, могу сказать, что сердце давно у него разрушено. Нет, у него в сердце о вас, он, конечно, с ума сходит. Но он же сам и разрушил. Он это понимает, но никогда не скажет. Принимаю, приобретаю. Важные слова. И в Телеграм заходите, ссылки все в профиле. Вивьена, и сейчас мы посмотрим на воске, что у него на уме. Воск плавился, расплавился. Что у него на уме по поводу вас сейчас? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И будем смотреть, что у него на уме сейчас. Знаете, он хочет быть свободным, как бабочка, как мотылек. Но, понимаете, у него что стоит? Что он думает о вас сейчас в голове? А, еще тут идет такое, хоть о вас у него что-то, какая-то, может быть, проблема, связанная с легкими. На нем есть действительно воздействие, вот сущность. И что он думает о вас? Если у вас есть, в голове, и мы на воске смотрим,
И если есть связка с вами через ребенка, это не у всех может быть, то оно как-то его привязывает. И он с ума сошел, он сходит с ума, он думает о вас. Он не хочет показывать это, но он думает о вас. И вот, знаете, когда он в каком-то таком состоянии, как я говорю, между небом и землей, например, перед сном, или когда чарочку чего-то выпил, у всех по-разному, то он сразу о вас вспоминает. Но у него на главном месте везде стоит, то есть главное его место, да, в одном месте, но на главное у него здесь тоже идет такое, что материальное, денежное. Так, сейчас мы вот так подцепим. Так, и вот на человеке действительно есть воздействие. Сам он его прикрепил или кто-то постарался. Посмотрим. Ой, воздействие на человеке есть. Посмотрите, как. Тут стараются, перестараются. Он очень любит деньги. Сделали ему, чтобы и денег особо. Видите, какой страшил тут. Деньги загораживались. Посмотрите, какая вот она сущность. Вот она с глазюхами. Смотрите, смотрите внимательно. То, что воздействие есть на нем, и надо снимать. А он, как маленький мальчик, он в это не верит. Посмотрите. Он все себе рюкзачок нагружает камнями. А ему бы о вас подумать. А он о вас думает, но его отгораживают. Знаете, как будто... Да, вот о деньгах думает тоже. Как будто как рассорки сделали или что-то еще. Ну, кроме того, что тут на человека несколько раз лепили. Лепили. То есть здесь человека нужно снимать и снимать индивидуально. А мы смотрим, что же он с ума сошел, думает о вас. А он думает о вас. Он думает о вас, как, вот, как дышать. Понимаете, вы без вас, я сказала, легкие. Может, и с легкими что-то, но он без вас не может дышать. А вот эта тетенька, которая чего-то воспроизводит. И вот здесь тоже сущности с этой стороны вдувают ему в уши, в голову. Вот такой у нас был расклад, вот такой вот на воске, можно считать расклад, но отливка. Принимаю, приобретаю, зло убираю. Да будет так. И еще раз говорю, приглашаю в Телеграм. Там мы просто общаемся со мной, с Вивьеной, только те, кто на высших вибрациях к свету. Пока-пока.